Я Оля, я социальный работник, и я мама. Мы приехали сюда, в Санкт-Петербург, год назад. Мы наконец-то в безопасности, и я ни о чем не жалею. Всю жизнь я прожила в городе Донецке. Все, в общем-то, изменилось в 2014 году. Всегда это был спокойный, красивый, дружелюбный город. А в 2014 году началась антитеррористическая операция. Это так назвали в Украине, объявив всем жителям, что мы теперь террористы, и нас надо всех уничтожить. В Донецкой области началась антитеррористическая операция. Об этом на заседании Верховной Рады объявил спикер Олександр Турчинов. Проводити будь-які антитерористичні заходи, я підкреслюю, треба виважено і відповідально. Так и сказалось, то есть по телевизору, это был, господи, Яценюк. Он сказал, что все граждане Донецкой Народной сейчас Республики, граждане Донбасса, являются быдлом, их надо уничтожить, и все они террористы, все, то есть там, детки, да, бабушки, и мы начинаем антитеррористическую операцию. Арсений Яценюк, которого Верховная Рада назначила премьер-министром Украины, считает жителей и ополченцев Донбасса, Луганщины и Луганщины, цитата, «недолюдьми». Именно такое выражение «недолюди» он использовал в официальном комментарии на странице украинского посольства в Соединенных Штатах. Было точно, явно и понятно, что что-то явно не так. Это когда появились первые танки, БТРы и первые выстрелы серьезного артиллерийского оружия, грады, ну и другие минометы, там вот это все. Вот. Мы там увидели, что у наших соседей, да и у нас, в общем-то, вылетели стекла. Мы даже написали, что помощь, апелляцию, что там дается помощь на то, чтобы вставить стекла. А нам так ответили, что ну, а зачем, снова вылетят. Это слова были пророческие. До того моменту, доки території Донецької і Луганської областей будуть контролюватися всякими самозванцями, центральний бюджет не буде туди відправляти кошти. Уряд терористів фінансувати не буде, самозванців і проходимців. Прекратилось, как я говорила, всякое снабжение, то есть это и продукты, и ну, какие-то пособия, пенсии, матерям, алимент, то есть это все прекратилось. Как это не грустно, у нас откат назад был такой взрыв из прошлого. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах. Была такая ситуация, что вот урок, вроде бы 3-й или 4-й, и резко шум, гам, выстрелы, начинается эвакуация всех детей, ведут под конец лестницы, ну, в убежище самое ближайшее, это под лестницу, куда угодно, в гардеробе скрывают. Моей маме там названивают: алло, когда вы приедете? Алло, когда? Тут, ну, проще говоря, очень плохая ситуация. Она приезжает и такая: бежим. Это такой стрессак, и именно после этого момента, ну, я, так скажем, понял всю сущность бытия, почему мы все время приезжаем туда-сюда. Знаете, плохие ощущения запоминаются надолго. Если кошмары помнятся неделю, то вот такое может запомниться чуть ли не на всю жизнь, скажем так. Горе накрыло еще 2 донецкие семьи. В среду днем на этой спортплощадке рядом со школой номер 63 подростки играли в футбол. У площадки разорвались минометные снаряды. 2 юношей погибли. Самое тяжелое это вообще в этих временах, за это время было вообще воспринять, как это вообще возможно. Ну и почему со мной так можно, почему с моей семьей так можно. Это все произошло, эти все обстрелы и вылеты стекол из украинской власти. И, конечно, каждый день ты не знаешь, ты проснешься завтра или нет. Я думаю, что цель украинской власти – это то, что захват земель без людей. Потому что есть запасы сланцевого газа, есть уголь, есть богатые недра. Я думаю, это оттуда корни растут, оттуда.
Ну и также просто как идея фикс. И вот происходит вот это вот самое, и люди вот объединяются этой самой целью. Но и эта самая цель, к сожалению, вышла в том, что это не люди, это какое-то вообще даже не животное, какое-то фу. Вот, надо это уничтожить, убить и так далее. Алло, добрый день, это Ольга. Договаривались с вами связаться сегодня после 15 часов. Ольга, вы где находитесь? В Донецке. А что грохочет? Взрывы от бомб? Да. До сих пор все так? Это все правда? Ой, бедные, держитесь, какой ужас. Да мы привыкли на самом деле. Кстати, я хотела у вас спросить по работе. Там вот те номера, которые вы мне прислали. Когда я работала в Донецке, я работала в колл-центре, и такой тоже был момент грустно-забавный. Я разговаривала со своей начальницей, она в России, понимаю, что мы в Донецке, да, но как бы это не афишировалось, и слышу тоже на заднем плане вот это все бух-бух. Она: подожди, это что, у вас? Я такая: ну да. Это то, что ты говорила, бомбят? Я говорю: ну да. Не может быть. Я говорю: ну приезжай. Посмотри, как это не может быть. Но она, конечно, не приехала, и я понимаю, но тем не менее. За это все время ты к этому всему, к обстрелам, этому всему привыкаешь, и, к своему сожалению, ты перестаешь на это все обращать внимание. И ты, ну, что тут такого, подумал, да каждый день же так. То есть ты не выделяешь это как: о, что-то случилось. Когда первое время это все было, конечно, что это случилось, страх был. Потом как-то страх устал жить со мной рядом. Такая, ну все. Был случай, как-то приблизились обстрелы в очередной раз, и муж и ребенок вышли в коридор, а я на кухне жарила картошку. Вот. И муж там: да выходи в коридор, ты что? Я: картошка сейчас сгорит. В 2017 году мне муж сделал предложение, очень по-донецки, романтично. Он мне звал с работы, и в очередной раз были обстрелы, и мы едем в машине немножечко так страшновато, потому что очень прям машину вот так вот трясет. И он мне поворачивается, не смотрит на дорогу, протягивает мне коробочку: будешь моей женой? Я такая: как бы тут выйти из машины не на ходу, с перепугу со всех сторон. Ну и сказала да. Люди продолжают, конечно, там жить, там выходят замуж, рожают детей, всякое такое, но когда нет света, воды, если были опасные районы, то теперь это весь район опасный, то есть это и в центре, то есть в любой момент тебе может прилететь в голову, на голову, и твоему родственнику или твоему ребенку стало прилетать и на нашей улице, ну и потом, получается, попали по рынку нашему. Естественно, мы быстренько собрались, у нас тогда еще была машина, вот, и уехали. Мы на тот момент кинули в машину кота, ребенка, и там нательные вещи, документы, и все, и уехали. И я так понимаю, как бы возвращаясь, да, назад, я понимаю, если бы мы остались, то мы не просто бы пожалели, мы бы, возможно, действительно, то есть умерли. Сейчас мы в парке Кирова. Это мое место силы в Санкт-Петербурге. Мне здесь очень нравится. Здесь чувство умиротворения, спокойствия, какое-то, наконец-то, свободу. Мои родители приехали в Донецк, когда мы все были одной большой страной, и не было каких-то различий. И сейчас мы снова одна большая страна вместе с Россией. И я, правда, этому очень рада. Я считаю, что, в принципе, война — это неправильно и плохо, но в то же время понимаю, что иногда это, по факту, единственный выход, как бы это печально бы не было.
Думаю я об этой ситуации ровно то, что, ну блин, хватит уже, я 8 лет это пережил, по горло хватило войны. Хотелось бы, что все это прекратилось не только для нас, хотя это уже произошло, а прекратилось вообще для всех наших знакомых, всех наших близких и вообще для людей. Да, этого действительно хочется.